Всем привет! Ролик этот решил специально начать на улице, потому что на дворе декабрь, а ни холода, ни снега, ни зимы не завезли нам. Соответственно, можно смело пользоваться погодой, кататься по травке, продолжать сезон. А поскольку в дальние путешествия я, как правило, отправляюсь один или с супругой, но одним квадроциклом, хочу поделиться с вами одной очень важной вещью, которая не раз помогала нам добраться до точки назначения своими силами, а не искать трактор или подмогу. Это одна из разновидностей так называемых якорей. В данном случае выполнена в виде елочки. Широкая стропа укладывается на землю, и в проушины вбивается кол, который, собственно, и фиксирует всю эту конструкцию. У меня в наборе 9 кольев, бывает их разное количество. Они толстые, массивные, достаточно тяжелые. И уверен, что выдержат нагрузку, превышающую квадроцикл значительно. Единственный недостаток – это размер. Но поскольку обычно едешь с кофром большим, то проблем разместить особо нет. А перед тем, как отправиться на тесты, поделюсь, возможно, кому-то будет полезно еще одним нюансом. Во время нескольких крайних поездок столкнулся с тем, что квадроцикл разгоняется до 40-50 километров уже, когда возвращаешься по асфальту, замечаешь, и дальше не разгоняется. Соответственно, виной этому сеточка, которая находится на флейте. Ее нужно просто удалить. Сейчас я, собственно, и собираюсь быстренько произвести эти манипуляции. Вот так это выглядит изнутри. Сетка. Я ее хоть и прочистил, но она забитая. И, вероятно, препятствует проходу воздуха. Сейчас мы ее срежем, и все будет хорошо. Вот такая нехитрая операция позволит вернуться в нормальный скоростной режим. Все, флейту установил обратно. Надеюсь, эта проблема больше не вернется. Ну и перед выездом осталось установить вот такие колпаки, поскольку оригинальный покинул меня во время прошлой поездки, не выдержал грязи и всего остального. Наконец-то обзавелся я такими колпаками и перестал быть сапожником без сапог. Вот, можно заказать их любых цветов, как корпус, так и сам рисунок может быть другим. Они толстостенные. Я исправил некие нюансы, которые у родных колпаков были. Вот, но, наверное, они стали даже лучше. Выглядят здорово. Они не бьются. Достаточно крепкие, из крепкого пластика сделаны. Он немного эластичен, но что ему, в общем-то, прибавляет только крепости. Поэтому пишите, заказывайте любые картинки, логотипы, имена, фразы, слова, все, что пожелаете, можно разместить на колпаке и придать индивидуальности квадроцикла. А я собираюсь и отправляюсь в поле, чтобы протестировать якорь. Добрались до места, дорога была недолгой, но достаточно интересной.
и красивый. Даже в декабре зеленая травка продолжает нас радовать, и пейзажи вполне себе осенние. А место, про которое я говорил, вот оно, казалось бы, маленький безобидный переезд, но часто парни тут садятся и не могут выехать ни туда, ни сюда. Здесь срыты уже все заезды, в ту сторону еще проходимо, в обратную как раз все и застревают. Я сейчас проеду его в одну сторону, а потом уже достанем якорь и залебедимся, попробуем, что может это устройство. Собственно говоря, картина выглядит вот таким вот образом. Ушли достаточно глубоко. Не было бы цели застрять, спокойно проехать. Ехал бы иначе, конечно. Но, видите, получилось в этот раз даже лучше, чем ожидал. Здесь это на руку ситуация. Вот так вот мы встали. И чтобы не мучить квадроцикл, в дальних поездках я предпочитаю лишний раз залебедиться, чем мучить технику, чтобы она отвечала мне тем же. Ну что, достаем якорь. Ситуация у нас близко к боевой. Ни спереди, ни сзади залебедиться нам негде. И помощи, собственно говоря, ждать неоткуда. Поэтому уже обратимся к тому, зачем мы приехали сюда. И вперед. Я размещу якорь на высоте. Это и усложнит задачу. И поможет выехать за один заход, не меняя лебедки, не переставляя якорь. Думаю, разместить его к месту склона, чтобы хватило места квадроциклу заехать. И более-менее выберу траекторию. Колеса как раз выкручены сюда. Достаточно удобная ситуация. И лебедки длины должно хватить на такое расстояние. Я пойду от начала молотком. Вбиваем коле. Все, остался последний. И можно лебедиться. Готово. Как принято, небольшая реклама бардачка попутно сделаем. Нам здесь понадобится пульт от лебедки. Храню здесь и перчатки, кабели, микрофоны, фонарик. Достаточно много всего помещается. Удобно. Сидишь на месте, не надо ни слазить, ни поворачиваться, ничего, все под рукой. Поэтому контакты для заказа бардачка оставлю в описании. Заводимся и лебедимся. Чтобы не пачкаться, пультом размотаю.
пультом тоже всегда пользуюсь. Да, аккумулятор можно высадить. Но сейчас и от дома недалеко, если что. Легко добраться будет. И не пачкаешься. Но осталось совсем немного. Ну что, с этим справились. Ну так выглядит якорь. Просто обычная елочка получается. Подобью чуть-чуть поглубже. Здесь нагрузка будет вниз. На всякий случай накинем чехол. Ну и будем потихонечку выбираться, я думаю. С основной задачей мы справились. Я даже специально вот здесь не стал бревно убирать, чтобы было видно. Где-то мы... вот оно. Вот, и по нему проехали, тоже было дополнительным препятствием. Вот, считаю, что якорь справился на 5 баллов. Дальше уже можно самостоятельно доехать. Но сейчас на нейтралку поставлю. Давайте попробуем посмотреть, как это выглядит со стороны. Кстати, лебедка штатная. К вопросу о том, что она хилая и не работает. Сейчас посмотрим в горку, насколько она затянет, не затянет. Пока справляется, угол наклона увеличивается. Едет квадроцикл, лебедка тянет штатная. Колпаки красным светятся, все нормально. Тут уже совсем угол неправильно. Я сейчас, конечно, все это делаю, но хочется и самому убедиться лишний раз, и вам показать, насколько техника наша может выручать даже без помощи. Конечно, обычно подгазовываешь, помогаешь, но в данном случае такой сухой, скажем так, тест. Не знаю, пытаюсь показать уклон, под которым он идет. Он идет. Елочка с места не сдвинулась. Такое ощущение, что достаточно всего нескольких стежков. Крайние 3. Вот эти вообще не напрягаются. Даже вот здесь вот все идет. Вся нагрузка идет. Ну все, до финишной красной ленты добрались. Можно потихонечку сворачиваться. Ну и колпаки, кстати, вот здесь все в грязи замесилось.
плохо бы держались, отвалились бы сразу. Это тоже на месте. Ну а с этой стороны особо нагрузки не было, так слегка попачкались. Поэтому заказывайте, обращайтесь, колпаки красивые сделаю, без проблем, буду рад. Испытания закончили. Надеюсь, что показал вам наглядно, как это работает. И, возможно, кто-то не знал о существовании такого якоря. Я когда выбирал, перебрал их несколько штук. И этот оказался единственным, который нормально работает. Ну и в него можно верить. Хорошо, что можно брать с собой что-то, что дает тебе некую уверенность в пути. При этом, особенно в дальних расстояниях, я считаю, что пренебрегать безопасностью нельзя. И когда ты особенно один, где-то находишься, лучше лишний раз объехать, чем потом полчаса, час, два, день тратить на эвакуацию техники, испорченное путешествие, недостаток в эмоциях и всего прочего. А я складываюсь, собираю все на место. Всем пока, увидимся.